Всем привет! Меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим о Кейсарии. До постройки Иродом Кейсарии на этом месте была небольшая деревня под названием Башня Стратона, основанная еще финикийцами. Эту деревню иудейский царь Ирод получает в подарок от своего покровителя, римского императора Октавиана Августа. После почти 1,5 десятка лет масштабного строительства в 10 году до нашей эры Ирод заканчивает постройку города в соответствии со всеми римскими стандартами градостроительства. Так описывает Кейсарию Иосиф Флавий. Напротив входа в гавань стоял на кургане замечательный по красоте и величине храм Августа, и в этом последнем его колоссальная статуя, не уступавшая по своему образцу олимпийскому Зевсу. Город он посвятил всей области, гавань мореплавателям, а часть всего этого творения Кесарю, и дал ему имя Кесария. После смерти Ирода Кейсария становится городом наместников Иудеи. Здесь они проводят большую часть своего правления. И хотя здесь было смешанное население, у города был ярко выраженный римский облик. Отсюда арестованными римлянами апостола Павла отправили в Рим. В 66 году вспыхнувшие волнения в районе Кейсарийской синагоги приведут к началу иудейского восстания, которое в свою очередь закончится разрушением Иерусалима и второго храма 4 года спустя. После падения Иерусалима Кейсария становится главным городом региона. С объявлением христианства, разрешенной религией в IV веке нашей эры, город принимает на себя роль важного христианского центра. Здесь живут и трудятся значимые христианские деятели – Евсевий Кейсарийский и Ориген. В VII веке нашей эры город, как и весь регион, захвачен мусульманами и теряет былую значимость и красоту. В начале XII века город захватывают крестоносцы под предводителем короля Иерусалима Балдуина I. Так начинается первый период крестоносцев в истории Кейсарии. Он продлится 90 лет до тех пор, пока другой известный правитель, Саладин, не выбьет христиан из города. В 1251 году Людовик IX частично восстанавливает и укрепляет город. Кейсария уменьшилась по площади, но обзавелась новой стеной и рвом. Однако эти укрепления не устоят перед атакой мамлюков под предводительством Бейбарса 14 лет спустя. Захватив Кейсарию, он приказывает сравнять город с землей, опасаясь, что в будущем он может стать плацдармом для высадки новых крестоносцев из Европы. Сегодня древняя Кейсария – это огромный национальный парк, в котором и по сей день проводятся археологические раскопки, часть которых осуществляется под водой. Не преувеличением будет сказать, что основной достопримечательностью города и его главной постройкой во времена Ирода был современный, сделанный по последнему слову техники порт, вмещающий одновременно минимум 100 больших кораблей. Порт был построен Иродом в полностью рукотворной гавани, которую соорудили инженеры царя Иудеи при помощи вулканического пепла. В заранее приготовленные на берегу формы засыпали камни, известь и пепел. При соприкосновении с водой пепел затвердевал, и вся смесь превращалась в один бетонный блок. На таких блоках и было основано это поистине грандиозное сооружение. Другим важным объектом на территории парка является Римский театр. Один из древнейших театров в районе современного Израиля. Он вмещал около 4000 зрителей. Как мы видим, театр весьма неплохо сохранился и действует по сей день. В 1961 году на территории театра была обнаружена известняковая плита с надписью на латыни, в которой упоминается имя префекта Иудеи Понтия Пилата. Эта находка является первым археологическим свидетельством существования этого человека. Недалеко от театра находится дворец самого Ирода. Сегодня можно увидеть только его очертания, вдающиеся в море. Отчетливо виден бассейн, который был расположен внутри дворца. После смерти Ирода дворец служил резиденцией римских наместников. Рядом с дворцом располагался ипподром. Здесь проводились соревнования в гонках на колесницах. Можно видеть, что вип-ложа, предназначенная, вероятно, для самого Ирода и его высокопоставленных гостей, находилась в том месте, где колесницы должны были разворачиваться. Причина этого проста. На повороте была высокая вероятность столкновения, и такое зрелище, конечно, лучше было бы наблюдать вблизи. Ипподром переоборудовали под амфитеатр, и здесь, наподобие римского колизея, устраивали бои гладиаторов.
Особого внимания заслуживает система водоснабжения древнего города. В те времена, когда Кейсария еще не была Кейсарией, а называлась башней Стратона и была маленькой деревушкой, грунтовых вод было достаточно для ее немногочисленного населения. Но во времена Ирода и после него, когда город рос и развивался, соответственно росло и его население, и увеличивалась его потребность в воде. В городе были римские бани, общественные туалеты, фонтаны. Все это требовало значительно большего количества воды. Для этих нужд в Кейсарию вели несколько многокилометровых систем акведуков, доставляющих воду с севера. Фрагмент одной из линий акведуков можно увидеть немного севернее национального парка. Эта часть водовода шла параллельно морю и была закрыта сверху каменным сводом, чтобы песок не попадал в воду. Это лишь малая часть того, что археологи обнаружили здесь. Кейсария действительно потрясает воображение. Приезжайте и убедитесь в этом сами. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Обещаю рассказать еще немало интересного. В описании видео я оставил свои контакты. Всем пока!